все просто. Вы когда закидываете вот эта мечта золотая многих, как я встречаю, по крайней мере, из бизнес-мира людей, когда ты один промпт закинул, и он сразу все сделал. Вот. А те, кто с инженерки заходит, они уже понимают, что это какой-то итеративный процесс, и у них другое искажение, когда они слишком итеративно пытаются зайти. И как бы здесь у нас два подхода этих очень ярко подсвечены в этих бенчмарках, потому что singleton — это когда мы вот формируем вот эту гигантский такой вот промпт, и от него и просто вот и ждем, грубо говоря, завершила модель или нет. И причем завершила в определенном виде. То есть тоже, кстати, многие бенчмарки из-за этого вот там сейчас компании убрали, потому что они не принимали правильный ответ, который написан по-другому. Потому что можно к одному и тому же решению прийти по-разному. И типа вот этот single turn они в основном принимали, то есть один вход, одна там промпт один и один выход. А вот multi-turn — это когда действительно мы по чуть-чуть либо отвечаем агенту, или там типа как-то разблокируем его, подкидываем ему требования, ну и так далее и подобное, что тому подобное. Основной раунд — вот это. Да, и на самом деле вот в первой, которой статью ты говоришь, там как раз разбиралось примеры, где компании вообще перестают в бенчах, ну, топовые лабы участвовать как раз из-за вот этой несправедливой оценки, что их, условно говоря, кодинговый агент реально справляется с задачей, но проверка проверяет слишком узко задачу. Вот, Да, и ты должен именно так сделать. да, правильное решение не засчитывается. Мне вот здесь интересно на наставление опять этих пейперов. Интересно, как они были, ну, как сказать, как они смотрели на вопрос. Да? То есть кажется, что ребята из мета решили пойти по пути, давайте соберем прям под этот многошаговый бенч прям с земли вот эти данные, да, из реальных сессий, вот, соберем задачки и будем их гонять, как раз отслеживая, сколько стилинг, сколько подруливания требуется, вот, и насколько там Коррекции все таких, да. корректно, коррекции пользователя, и насколько вот соблюдается вот эта логика, что пользователь хотел, да, что, типа, в какой-то траектории движется агент. А с React, мне кажется, у них, знаешь, подход почему отличался? Там в пейпере указано, что 2 из 3 фреймворков, из которых они набирали задачи, готовые задачи, это их же фреймворки. Все такие, так мы уже поработали, давайте мы, короче говоря, эти задачи переиспользуем, и мало того, что переиспользуем, их еще можно будет сравнить с одношаговыми, бенчами. То есть ты прям, если те же задачи берешь, тот же evaluator в конце, ты можешь посмотреть, а многошаговость, вот выдача информации частями, она к чему приводит, насколько деградирует агент. Вот, и это, кажется, вот такой подход к методологии позволяет корректно показывать это сравнение.